Всем добрый день! Сегодня хочу рассказать вам о самой необыкновенной и самой восхитительной розе. Это роза Шраб Розаман Жанон. Подписчики просили показать эту розу, которую я посадила осенью. Эта роза у меня состояла из двух маленьких тоненьких побегов. На зиму я ее не укрывала, но когда температура воздуха опустилась до минус 30 градусов по Цельсию, честно говоря, подумала, что вряд ли эта розочка перезимует. Она действительно выглядит очень красиво, очень эффектно. Действительно, у нее вот такие очень красивые, насыщенные цветки, и в то же время очень нежные цветки. Распускается роза постепенно и постепенно меняет свою окраску. У этой розы есть как преимущества, так и есть определенные недостатки. Вот так выглядит роза в настоящее время. У нее один крупный побег и два небольших побега, которые тоже, кстати, цвели. Итак, из преимуществ. Роза имеет хорошую глянцевую темно-зеленую листву, невероятную, необыкновенную окраску лепестков. При распускании бутонов она имеет желтую середину с такой светлой окантовкой. И буквально на следующий день или через день она начинает розоветь. То есть вот этот цвет, переход происходит постепенно. Неплохо она наращивает зеленую массу и образует большое количество бутонов. Высота моей розы в настоящее время около метра. Цветки у нее были 8-9 сантиметров. Посмотрите, какое невероятное количество бутонов. Представляете, если бы эта роза нарастила еще большее количество побегов. Роза очень красивая, очень эффектная. Но одним из недостатков этой розы, возможно, сказались погодные условия. У нас стоит в настоящее время жара до плюс 34-35 градусов по Цельсию. Цветок она держит 3 дня. Значительно меньше, чем роза, о которой я вам рассказывала, тоже роза Шраб Марселин Флер. Но у этой розы более эффектные и более красивые цветы. Возможно, повлияла жара. Поэтому, если брать во внимание достоинства, то я, конечно же, порекомендовала бы вам эту розу посадить у себя в саду. Очень эффектная, красивая, элегантная розочка с необыкновенным цветом. И, конечно же, несмотря на то, что она у меня посажена на солнце, возможно, эту розу необходимо посадить в такую рассеянную, ажурную полутень, чтобы добиться от нее еще более яркого и более длительного цветения. Тем, кому видео было полезно, информация была полезна, подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы, не забывайте нажать на колокольчик и, пожалуйста, покупайте эту розочку. Я думаю, вы останетесь ей довольны.